Человек, который успешный в работе, есть семья, есть дети. Но чего-то не хватает, спокойствия нету, достаточно бывает много конфликтов дома, и даже чтобы уладить конфликты, еще один ребенок появляется в семье и так далее в таком стиле. Что в этом случае делается? Или люди постоянно в скандалах, или они разводятся, или же они просто живут, притворяясь, что все в порядке, или же начинают работать над собой. Человек, с которым я начала работать, и интересный момент в том, что в основном на мою программу «Энергия и трансформация» подключаются те, кто хотя бы разбираются в медитациях. А этот человек сказал, что я поняла, что мне это надо, и подключилась. Но она даже не знала, что такое медитация. И я думала, что будет это сложнее, потому что человек в этом вообще не разбирается. Но получилось, что наоборот, потому что именно я первая объяснила, что такое медитация, и смогла самым благополучным образом это ей передать, чтобы она смогла правильно понять и начать свой путь в этом направлении. Медитация не в целом, а именно медитация для наших техник. И потому что медитация, в целом медитация, но они разные, по-разному бывает. Где-то мы останавливаем мысли, где-то мы наблюдаем, где-то мы направляем и так далее, и так далее. И мы даже с самого сложного начали. Мы выбрали какую-то боль, которая есть в теле, и начали на нее смотреть. При том, что мы должны были делать практику на развитие, и человек вообще, который не разбирается в медитации, я взяла того самое сложное. Потому что, во-первых, она не знала, что это самое сложное, и поэтому очень хорошо справилась. Она думала, что это первый раз, это, наверное, это норма, и я должна это сделать, и она очень успешно это сделала. И, в принципе, чтобы идти вперед, всегда нужно уладить то, что мешает идти вперед. То есть, если мы с человеком работаем, и есть дискомфорт в теле, конечно же, взять и просто делать какую-то технику на то, чтобы стало лучше, качество жизни повысилось и так далее. Это сложно, потому что на данный момент тело гудит, зудит, там не знаю, что еще происходит, и тело разговаривает. То есть мы знаем, что боль или проблемы в теле – это про то, что тело разговаривает. И представьте, что мы должны работать с сознанием, чтобы мозг успокоился, но параллельно с этим еще и тело разговаривает. Мы должны всех их успокоить. То есть сперва мы должны немножко успокоить тело, чтобы он был готов к тому, что будет благополучно соучаствовать в процессе, в котором мы сейчас будем трансформироваться. Мыслительные процессы, они немножко другой категории. Физический процесс – другую категорию. Но сознанием можно и в обе стороны направлять энергию, которая может исцелять и улучшать качество существования. И человек говорит, что понимает, что многие проблемы в жизни исходят из него. Мы это тоже смогли по мере практики трансформировать, так как человек начинает видеть со стороны и понимает, что нет смысла вообще винить себя. Есть действие, есть результат. Когда мы начинаем не только участвовать и реагировать, но еще учимся смотреть и видеть, начинается многое меняться, потому что там, где наши мысли, там и наша энергия. И когда мы смотрим туда, куда надо, энергия нашего внимания начинает исцелять. Мы же все знаем, что мы все в погоне за вниманием. Внимание родителей, внимание детей, внимание друзей, внимание клиентов, внимание со стороны общества и так далее, и так далее. Конечно, это может перерасти
то, что люди вообще не хотят внимания, если у них что-то там случилось. Но в основном все хотят внимания. Даже в целом я могла бы сказать, что люди называют любовь вниманием. Потому что такое любовь в основном в понимании людей, когда есть внимание. То есть я тебе важен, я тебе нужен, или ты мне нужна, ты для меня важна, твои чувства для меня важны. Кто ты, то, какой ты мне, это очень все важно. И это на уровне чего? На уровне внимания, когда мы держим в мыслях этого человека определенным образом, мы о нем думаем, мы чувствуем что-то по поводу этого человека. И это все есть энергия. И все вот эти, на самом деле, соберуны определенные, даже секты, это, можно сказать, на основе вот этого направленного внимания в одну сторону. И чем больше человек нуждается в этом внимании и не получает, он начинает просто разрушаться. А чем больше внимания, не давление, не желание поменять, я про внимание, чистое внимание, тем больше человек начинает расти. Это как заботиться о растении, поливать растение, чтобы он мог расти. Потому что все, что человек делает в этой жизни, он в основном делает для общества, для окружения, чтобы его любили, чтобы он мог участвовать в этом мире, чтобы он мог быть в контакте с людьми, с обществом и так далее. Даже буквально животных держат, дают еду, чтобы было внимание, чтобы с ними поиграли, там рядом поспали, или там, не знаю, вот когда дверь открываешь, чтобы они там сидели, внимание полностью на человеке. Если человек с человеком не может вот этот баланс создать, он иногда переходит именно вот на животных, даже на растения. Но от растений такой вот энергии получить сложно, потому что у него нет внимания. Но есть природная энергия тоже, которая дает определенное спокойствие. Да, то есть через внимание мы можем не только привести в порядок физическое тело, то есть успокоить его, и энергетически можем очистить. Мы и сознание можем скорректировать, и отношения улучшить. То, куда мы направляем свое внимание, это и усиливается. Если я вижу хорошее в жизни, то есть мое внимание в лучшей части моей жизни, лучшая часть моей жизни начинает усиливаться, если моя энергия, мое внимание в лучших качествах человека, который рядом, конечно же, вот больше это начинает усиливаться, потому что меньше критики, а наоборот больше вот вдохновления и хороших слов. И это хорошо сказывается и на тебе, и на том человеке, который при правильном обращении, конечно, хочет становиться еще лучше. Или к детям, или нет разницы. Наше внимание усиливает то, на чем мы концентрированы. Даже вот успех в работе, если сконцентрированность полностью на том, что что-то не получается, идея не реализуется, какой-то проект не получается и так далее, постоянно человек уже начинает видеть эти проблемы, и то, что не получается, и он настолько сконцентрирован на то, что не получается, он сам даже может это все разрушить. А если он начинает осознавать и плюсы, и минусы, и сложности, и то, что может быть лучше и так далее, он не усиливает то, что не получается. Он понимает то, что работает, усиливает вниманием то, что работает, и по возможности начинает корректировать то, что нужно улучшить или можно поменять и так далее, и так далее.
То есть концентрация внимания на хорошем — это не означает, что одевать розовые очки. Нет, это про то, что я адекватно отношусь к реальности, но выбираю усиливать лучшую сторону ситуации, лучшую сторону себя, лучшую сторону детей, лучшую сторону определенного проекта и так далее. Потому что в основном человек двигается или на вдохновении, или на основе боли. На основе страха он начинает потухать. И когда мы видим больше проблем, у нас больше идет страх, чем вдохновение или даже боль. Боль там не создается, боль на основе прошлой боли человек начинает что-то делать. И если есть сложность, у него начинается, опять же, вот эта мотивация сильная через боль или же вдохновение на основе будущего. А полная концентрация внимания на проблемах того момента, наоборот, усложняет передвижение. В целом, именно вот это видео было про то, что внимание – самый главный ресурс для отношений с собой, с жизнью, даже с проектами и так далее. И я как энерготренер, энергокоуч, энерготренер – это вот я вот для себя взяла это слово, потому что понимаю, что именно надо тренировать свое видение, тренировать свою энергию, тренировать то, куда ты направляешь свою энергию. И это можно тренировать, это тоже определенные мышцы, которыми мы можем управлять. И если хотим поднимать сложности, или же хотим долго идти и так далее, то есть это достаточно можно натренировать. И если хотите, мы это все можем сделать вместе. А если будут вопросы, с большим удовольствием буду отвечать. Спасибо, что просмотрели. До свидания.